Добрый день, Санкт-Петербург. Ну что ж, давайте. Да, очень рада поделиться нашим опытом. Меня зовут Методиева Илона, я руководитель первого агентства по рекрутингу респондентов EDS, EDS-лауреат гильдии маркетологов, автор книги, первая книга о рекрутинге респондентов. Также у нас есть первый телеграм-бот по подбору респондентов. Все, что связано с респондентами, мы негласные такие первопроходцы. Работаем уже 10 лет в этой сфере. И, наверное, расскажу, так как сегодня будет речь в основном для студентов направлена, и многие студенты, запросы мы сталкиваемся от студентов в том числе, как подобрать респондентов для своего исследовательского проекта или для защиты диплома, или если, например, ограничен бюджет в компании. Например... Простите, что вас перебиваю. Да. Скажите, пожалуйста, мы можем включить запись? Да, отлично. Дело в том, что у нас не все обучающиеся сегодня смогли присутствовать, но очень много желающих послушать вас. Да. Собственно, вот мы вам очень сильно благодарны за то, что нашли время в своем плотном графике. Спасибо большое. Вот, спасибо. Да, очень интересно действительно поделиться для студентов этой информацией. Ну, как я уже говорила, я Методиева Илона, руководитель первого агентства по рекрутингу респондентов EDS, лауреат гильдии маркетологов. Мы работаем порядка 10 лет. И специализируемся исключительно на подборе для социсследований, респондентов для маркетинговых исследований. И часто у студентов возникает такой вопрос, как подобрать респондентов для своего диплома или, например, для своего исследовательского проекта. И первое, что, например, мы рекомендуем, изначально это... Так как сейчас уже очень много новшеств появилось, да, и, конечно же, сфера трансформировалась, это, если вы студент, создать свой телеграм-канал. Дальше в телеграм-канал вы можете добавить список своих контактов. Вот, там как раз-таки есть до 200 человек, вы можете добавить без ограничения. То есть это такой вот... сразу же, да, алгоритм действий. Дальше вы можете в Telegram, когда вы уже добавите первые, там, например, свои контакты, пускай это будет 50 человек, вот мы также рассказывали это для социологов в финансовом университете Москвы, как можно подбирать для своих проектов респондентов. Мы добавляем свои контакты, дальше мы работаем по бартеру, например, мы оформим наш канал, опишем, о чем этот будет канал, к примеру, это будет канал, посвящен там исследованиям, да, я, например, социолог начинающий, да, я провожу исследования, я буду делиться с вами, да, результатами этих исследований, в канале можно указать об этом информацию, и дальше, после того, как вы добавили первых своих подписчиков, знакомых, вы можете писать, находить телеграм-каналы, которые с небольшой аудиторией, там, например, 200-300 человек, и писать им с целью сотрудничества. То есть вы можете добавлять их информацию к себе в канал, и о них о вас информация в их. Это такой бартер, как бы, то есть как можно это сделать бюджетно, да, чтобы проводить подбор для своих проектов. Дальше вы, например, найдете такие каналы. Вы им пишете личное сообщение с целью того, что хотите сотрудничать. Вот. Дальше, например, с их каналов к вам придет какая-то аудитория. То есть у вас уже канал немножко увеличится. И, к примеру, уже будет не 50 там, первых контактов, там, 100, да, а побольше. Дальше вы можете в своем канале проводить, это, естественно, да, викторины, какие-то опросы и делиться материалами. То есть выходить на
онлайн встречи со своими подписчиками и рассказывать, например, в режиме реального времени просто, что вы сейчас, например, проводите исследование, может быть, это на политическую тему, да, и какие у вас выводы получились. То есть вы будете подтягивать как бы эту аудиторию, поучаствовать и дальше уже делиться прямо сразу с ними на встрече, на онлайн-встрече, в Telegram это можно быстро очень сделать, провести и делиться результатами. Также можно делать какие-то, например, подарки. Ну, это мы все понимаем, как в соцсетях это все делается. Просто чем это удобно, потому что как бы Telegram сейчас он очень много позволяет автоматизировать, и, конечно, это передовой мессенджер вообще на рынке сейчас. И с помощью Телеграма можно делать и рекламы, и ботов, да, и прочее, как бы потом это в дальнейшем автоматизировать. Вот, то есть первый шаг — это добавить своих подписчиков. Дальше это бартер, нахождение подобных каналов с небольшой аудиторией и публикация о себе, там, допустим, я начинающий социолог, да, приглашаю вас в свой канал, там, например, указываете, о чем канал, да, и что тут я в прямом эфире буду делиться с вами результатами, да, то есть, например, это сейчас не так популярно, то есть мало еще кто выходит в прямые эфиры онлайн-трансляции в Телеграме, в основном это как бы просто какие-то посты, вот, а вы можете как бы зацепить тем, что будете общаться со своей аудиторией. Вот. И также, что немаловажно, можно, например, какие-то подарки, да, например, тем, кто активные ваши подписчики, например, денежное вознаграждение на телефон, да, первым 10 поучаствовавшим. То есть очень хорошо отклик идет на такие, скажем так, задачи, на такие исследования. Вот, это, наверное, такой короткий совсем план действий, чтобы уложиться в нашу сегодняшнюю встречу. Вот. Что еще хочу рассказать? Для студентов у нас есть, сейчас активно используют и Сбермаркет, и другие компании. У нас есть наш второй такой продукт, это первый Telegram-бот по подбору респондентов. И сейчас, наверное, попробую показать его, как он работает. Виден, да? Да, все супер, видим, да. все супер, потому что я все в основном в Телеграме, и это сложно как бы переключиться на другой. Так, называется он Recruit Сам Бот. Значит, что он дает? Он дает возможность сейчас, например, если мало бюджета на исследование, если это, допустим, начинающий специалист или он работает в компании и не выделяется бюджет для исследования, то можно подобрать респондентов в этом боте. Обычно эта стоимость размещения проекта, она фиксированная 3000 рублей составляет, но для студентов мы вашего университета сделаем первый проект, каждому он может бесплатно разместить проект свой и попробовать подобрать там респондентов, к примеру, для своего там диплома. Вот. Итак, значит, мы зашли в бот. Что дальше? Дальше у нас далее. Так, нажимаем «Я клиент». Дальше разместить пост. И, к примеру, тут нужно будет указать вид опроса. Например, это будет интервью, да, для защиты диплома. Длительность – час. То есть тут, конечно, в свободной форме указывает специалист. Сейчас компании активно его используют, потому что если они не могут к нам прийти, так как не позволяет бюджет, или сроки гораздо дольше, да, в агентстве подбирать респондентов, потому что все-таки в агентстве это больше человеческих ресурсов требуется для подбора, то они переходят в этот бот. Критерии основные, которым должен соответствовать респондент, например, там, демография, да, может быть, это Москва, к примеру, да, возраст, к примеру, мы укажем, да, возраст 18-64, условно, да, и какие-то еще основные критерии, да, допустим, там, мужчины, женщины, условно. Тема опроса, да, там, социальное исследование, защита диплома, да, например.
Вознаграждение респондентам. Тут, конечно же, мы бы рекомендовали все равно какое-то вознаграждение указать, чтобы был отклик, да, но можно, например, указать его там, ну, не знаю, там в размере там 500 рублей, например. Смотрите, если вы, например, обычно обращаетесь в агентство, то агентство, оно берет услуги за рекрутинг респондентов. То есть помимо вознаграждения, то, что человек участвует, там высказывает свое мнение, и, конечно, какое-то вознаграждение или подарок обычно предусмотрен. Тут просто вы делаете большую часть работы самостоятельно, без привлечения агентства. То есть вы, без посредников находите респондентов в боте. Потому что в боте можно делать, допустим, когда запрос от вас, как от клиента приходит, мы делаем рассылку в боте, сегментированная рассылка, также это пост, и идет отклик хороший, да, аудитории, дата и время участия по согласованию. Обычно тут просят какой-то скриншот, например, какое подтверждение потребления того или иного продукта респондент должен предоставить. Тут мы укажем, что нет, например, да, потому что у нас такая тема, так, укажем контактный, например, e-mail, или, может быть, ник Telegram, да, куда могут писать респонденты какие-то еще вопросы, например, если нужно, да, мы можем указать. Тут мы пропустим. И тут тоже можно пропустить дополнительные вопросы, не указывать, какие мы хотим уточнить, например, у нашего. И обычно это идет оплата, как бы оплата поста или запросить счет на оплату. Да. И дальше мы, например, вместо оплаты поста у нас будет такой код. Обычно он действует. Вот. И смотрите, по этому коду это 1, 2, 3, 4, 5. То есть студенты смогут попробовать свой проект выполнить для защиты диплома. Какой-то подарок можно предусмотреть для, скажем, того, кто будет участвовать в исследовании. Но в любом случае это будет гораздо бюджетнее, нежели проводить исследования с помощью исследовательского агентства, да, или, например, рекрутингового агентства. То есть, как вариант, можно предложить такую схему. Либо, например, студент может сам попробовать создать аудиторию в Телеграме и потихонечку развивать канал, и тогда вообще самостоятельно все сделать. Вот, по такому короткому, например, да, вводному курсу, да, скажем так. Вот, конечно же, сфера рекрутинга респондентов очень менялась. И за последние 10 лет изменения, конечно, очень-очень-очень большие. Так, сейчас попробуем. Так, сейчас посмотрим, видно ли меня. Так, поделиться. Так, сейчас не знаю, видно ли меня будет. Так, что-то тут. Сейчас вот попробуем. Так, сейчас. Все хорошо, да? Так, когда мы только начинали, это было 2010-2013 год, тогда мы еще работали как независимые такие специалисты, не как агентство. И, конечно, мы тогда пробовали подбирать респондентов с помощью e-mail рассылки. Мы обзванивали, да, респондентов по холодной базе, да, это как бы вот такой холодный обзвон. То сейчас, конечно же, уже рынок изменился, и холодный обзвон, он вообще не действует, потому что люди не берут трубку с незнакомого номера, да, считая, что это спам. Также e-mail рассылка, она умирает, как бы это грустно не было. И, конечно же, остаются мессенджеры, но Telegram — это такой
мне кажется, один из основных мессенджеров, которые можно потом использовать в работе. И дальше студент может уже работать со своей аудиторией в постоянном режиме, делать свои исследования бесплатно, никому не обращаясь. Но если он захочет обратиться, он может всегда попробовать наш Telegram-бот. И первое исследование для него будет бесплатным. Вот, наверное, вот так вот. Такая основная мысль. Также еще есть, конечно же, вариант попробовать искать аудиторию в Facebook и LinkedIn, но так как все это заблокировано, то это все будет работать с большими перебоями. И даже буквально до отключения у нас в нашей презентации, которую мы обычно рассказывали для социологов о том, что как вот им подбирать респондентов, мы рекомендовали раньше использовать Facebook и LinkedIn. Но буквально в феврале, в марте у нас уже все изменилось, и, конечно же, уже нужно адаптироваться к новым таким реалиям, вот, и переходить на Telegram. Вот тут наша такая презентация. Может быть, какие-то вопросы? Хотелось коротко очень рассказать такую основную мысль, без таких, скажем так, без теории, да, в основном практику, просто рассказать ее, что можно сделать. Скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос такой возник. Какова, собственно, механика работы вот этого рекрутинг-бота? То есть как дальше происходит работа и поиск респондентов самим ботом? Кому он обращается? Да, смотрите, публикация идет на каналы, и там различные проекты. Вот, например, Сбермаркет опубликовал. Смотрите, получается, у нас есть... Так, сейчас я вам покажу. Вот, смотрите, вчера опубликовал пост Сбермаркет. То есть это аудитория тут 3,5, несколько каналов, то есть их всех... Всего три канала. Как мы набираем аудиторию в каналы? Смотрите, мы в другие каналы с аудиторией, например, IT-специалисты и прочие там специалисты различных сфер, мы публикуем платную рекламу. И от этой платной рекламы люди переходят в наш канал. Когда они переходят в наш канал, то дальше они подписываются на бот. То есть им приходит информация, что, пожалуйста, подпишитесь на бот. И, соответственно, вот, например, есть анкета респондента. Сейчас я покажу свой экран, потому что я часто забываю это сделать тут в нашем приложении. Нужно приноровиться. Так, сейчас попробуем, давайте, видно ли? Да, видим экран. Все, супер. Вот конкретный кейс. Вот вчера Сбермаркет добавил сюда проект. Как мы обычно работаем с Сбермаркетом? Часть проектов он нам дает как рекрутинговому агентству, то есть мы его выполняем под ключ. Часть проектов для оптимизации бюджета и для выполнения оперативного подбора, потому что респонденты начинают откликаться на исследования уже сегодня вечером. То есть это очень оперативно. И он заходит в бот, например, да, и публикует пост. Дальше, какова механика? То есть, соответственно, если вы респондент, например, то есть если подписчик, то вы указываете о себе информацию. То есть, да, например, вы указываете информацию, там данные, свою сферу деятельности, возраст, телефон, профессию, все эти данные. После чего мы можем уже сегментированно делать рассылку в самом боте. То есть, когда, например, клиент опубликовал пост, дальше этот пост приходит нам, мы его публикуем на канал. Дальше мы можем делать рассылку в самом боте среди подписчиков. Это как e-mail рассылка, только это рассылка в самом боте. Вот. И клиент получает отклики.
получается, что тут он делает все без посредников, то есть как бы самостоятельно. Вот. Это что касается у нас исследований. То есть в основном все исследования, часть вот даже у нас тут, видите, отзывы, как аудитория, скажем так, находится. Да? Мы публикуем информацию о нашем боте, о наших каналах, в другие каналы, платную рекламу делаем, и, соответственно, люди переходят в наши каналы и в наш бот. И в дальнейшем мы им делаем уже рассылку сегментированную, или они просто получают информацию, будучи подписанным на канал. Вот. То есть все траты и расходы мы берем на себя по привлечению аудитории, а клиент уже, он просто заходит в бот, публикует свой проект и получает отклики. Вот у нас, например, из таких вот кейсов сейчас как раз-таки вот один из клиентов, это у нас социальный как раз-таки был проект, клиент опубликовал, платформа, клиент опубликовал сам проект. То есть и подобрал респондентов без привлечения агентства или партнеров, то есть все это сделал самостоятельно, очень быстро. И если какая-то поддержка нужна, он может всегда написать. А вот Варвара, видите, как бы все она указала, что все отлично. Все, у них уже вечером этого же дня были отклики. То есть это, конечно, очень удобно, потому что это очень оперативно. И часто мы, как агентство, просим клиента зачастую перейти в бот, например, да, потому что мы физически не успеваем иногда делать проекты, потому что все равно много вводных в труде, которые нужно как бы физически там позвонить, например, человеку и прочие такие скрининг как бы сделать. То есть это как дополнительный такой бот-помощник для исследователя. То есть если он хочет все под ключ, он может обратиться в агентство. Если он готов, например, да, к тому, чтобы сделать проект полностью самостоятельно, он заходит в бот, публикует информацию, указывает ту информацию, которую считает нужной, и получает отклики. Например, ему там в Telegram или в Google форму заполняют респонденты, и он получает респондентов, которых готовых поучаствовать в этом исследовании. Вот. И за счет притока постоянной рекламы все больше и больше аудитория приходит в канал, она меняется, кто-то отписывается, кто-то приходит, и также большая реклама сейчас у нас в СНГ, чтобы аудитория росла. Вот, то есть это уже, конечно, реклама не бартер, она оплачивается, но тут уже мы расходы берем на себя. Подскажите, а когда подается заявка на проведение, например, интервью, да, или опроса, можно ли заранее знать вот, срок, в течение которого будет проведен этот опрос? То есть есть какие-то вот рамки временные? Ну, смотрите, обычно, если, допустим, клиент сейчас опубликовал проект, то после 19:00 пойдут первые отклики на его исследование. То есть он может Google форму создать, например, да, чтобы они заполнили анкету респондента, там о себе, например, указали какие-то данные, да, которые ему нужны, или почту, или никнейм, и, соответственно, он может указать, что требуется для исследования респондента, который имеет возможность там поучаствовать, завтра, например, условно, да, и те, кто готов именно завтра, имеет возможность поучаствовать, или там какие-то временные рамки будут откликаться. Вот, то есть это просто бот, он дает возможность без посредников это сделать, то есть без рекрутера, без агентства. То есть как можно гарантировать, что, например, если там нужно 100 человек, чтобы, да, приняли участие в интервью, а как бы не набирается, или все равно вот, как бы наберется это количество? Ну да, хороший вопрос. Ну, конечно, бот, он больше служит как помощник. А в целом, когда онлайн-опросы, если это онлайн-опрос не сложная какая-то целевая аудитория, то есть это не владельцы автомобилей, не
какие-нибудь там, например, системные администраторы или разные профессии, то 100 человек, да. А если это, конечно же, аудитория уже более сложная, то, конечно, лучше тогда прийти в рекрутинговое агентство, потому что агентство подберет более на сложные проекты. К примеру, как обычно мы работаем, клиент какие-то несложные, относительно несложные проекты он сам делает, например, да, с помощью бота. А если сложное что-то, он обращается уже к нам как в агентство. Вот. Но рынок требовал такого бота, скажем так, такого продукта, и мы решили вот попробовать, и сейчас это работает довольно хорошо, то есть помогает. Вот. И если, допустим, многие клиенты, они указывают какой-то промокод своего продукта. Например, если это вот как Сбермаркет, да, то они указывают вознаграждение в виде промокода на какую-то первую покупку. Вот там 1000 рублей, например. То есть тут зависит от того, какое вознаграждение готов указать сам клиент. Вот. Ну и, конечно же, чтобы оно как-то было сопоставимо, да, с аудиторией. Вот. Наверное, как-то так, если более таким простым языком. Есть вопросы? Да. Студенты, в общем, могут попробовать. Код они ведут 1, 2, 3, 4, 5. Вот. Но какой-то, наверное, как подарок лучше предусмотреть для респондентов, кто будет участвовать. Особенно если это все-таки интервью. Это как бы нужно потратить будет время. Но в любом случае это будет гораздо бюджетнее и оперативнее. То есть буквально в этот же день. Как-то так. Как-то не очень понятно вот эти подарки, то есть это со счета того человека, который инициатор, да, будут списаны эти средства, да? Нет, он может, например, сам, обычно клиент сам указывает, например, он готов там за онлайн-опрос, там, если там 100 рублей на телефон выплатить, например, да, и он может выплатить, например, тем, кто поучаствует. То есть тут он сам как бы варьирует, что он готов, например, там какой-то промокод или подарочную карту Озон некоторые указывают, да, как бы. То есть тут в зависимости от того, что готов указать. Можно, конечно же, попробовать бесплатно, но, скорее всего, наш менталитет все-таки, если в Европе, это более внести вклад в исследование, то есть это прямо такое как бы весомое, да, люди охотно на это идут, то у нас, конечно же, менталитет, мы тоже писали статьи об этом, что у нас все-таки люди более хотят что-то получить взамен, то есть у нас немножко это по-другому работает. Вот, и с самых зол... Не буду тратить время свое, да? Ну да, это сложно, конечно, с этим. Но с помощью бота можно попробовать. Но лучше, конечно, вариант все-таки для студентов попробовать в телеграм-канале сделать канал, добавить свою аудиторию и начинать потихонечку, например, да, его развивать. Это несложно, также его же знакомые могут участвовать. Просто чем удобно, это можно всем сразу же направлять, например, анкетку, поучаствуйте, пожалуйста, в исследовании. Да? А дальше я расскажу о том, какие результаты будут, да, например, в своей онлайн-трансляции. Например, да, то есть почему нет? Вот, то есть это такой самый легкий и бюджетный вариант. Вот, просто мало кто об этом сейчас знает. Ну, точнее, может быть, знает, да, но мало кто использует пока. Спасибо. Вот, потому что очень часто приходят, например, да, запросы или аспиранты, они обращаются в агентство, мы им не можем дать тот бюджет, а почему мы создали этот бот, который как бы будет рентабельно выполнить как бы этот проект, да, чтобы это рентабельно для агентства было. И, конечно, мы видели запросы, например, нужно там подобрать 50, там, 100 респондентов для онлайн-опроса. Мы им озвучиваем там стоимость, конечно же, это стоимость там в районе, вместе с рекрутингом, там 30 тысяч будет, условно, да, и, конечно же, это такая большая сумма. Тут можно, например, сделать условно тот же самый аспирант, он может разместить пост и указать, например, вознаграждение там какой-то на телефон, да, который он готов там, или какой-то еще подарок. Ну, как для мотивации, да, чтобы люди откликались. Это если в боте. А в своем канале можно как-то это более так
творчески подходить. Вот. То есть это кажется все просто, но на самом деле это сейчас как-то, я смотрю, не так активно используется, и не знаю почему. Хотя очень много возможностей, конечно, в Телеграме. Действительно, еще не знают об этих возможностях, поэтому не так активно используют. Да, ну вот, может быть, мы сделаем уже потом второй курс, и я уже покажу, как создать канал, как его, как этот бартер, как продвигать. Будет, наверное, интересно. Хочется просто внести вклад в развитие исследовательской индустрии, действительно помочь чем-то нашим начинающим специалистам, нашей такой будущей опоре, да, нашей страны. Вот. Да. Ну, так, в общем-то, у меня вопросов нет. Не знаю. Я думаю, что у нас сегодня, из-за того, что все-таки уже время сессии, мало у нас подключилось ребят, но, в общем, они смогут посмотреть в записи. Да, все, отлично тогда. Будем рады. Также вы можете применить и Telegram-бот или попробовать сделать канал и начать, вот как мы описывали. Ну, а для второго раза, я думаю, мы уже сделаем курс, может быть, пошагово, как это можно применить, например, да, я уже буду создавать, как я добавляю подписчиков в канал и какие дальше идут действия. Можно так попробовать, чтобы это еще более было разжевано. Вот. Деталь, да. Спасибо. Да. Ну, наверное, тогда нам нужно вас поблагодарить за время, которое уделили. Спасибо за информацию интересную. Спасибо. И магистрантам мы передадим эту запись, чтобы они посмотрели. Большое. Спасибо, все. До связи тогда. Было приятно встретиться. Спасибо, до свидания. До свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо огромное за такую возможность поделиться опытом. И я уверена, что для студентов это будет полезный материал. Они могут самостоятельно подбирать респондентов для своего диплома, для своего исследования. Или особенно это актуально для молодого специалиста, который только устроился, например, в компании или только хочет это сделать, он может уже пошагово знать план действий, да, и приносить какие-то полезные плоды для компании. Вот, и оптимизируя и бюджет, и сроки для подбора респондентов для своего исследования, потому что сейчас все нужно делать, конечно же, очень быстро, рынок это требует, и в то же время это требует небольших, да, финансовых вложений, то есть это как такая альтернатива. Вот. Так что всем спасибо, до свидания.